Прямо на Викторию, скаля острые клыки, неслась огромная пантера. Животное ловко передвигалось под джунглям, не обращая внимания на дождь и мокрые листья под ногами. Зверь стремительно приближался, заставляя женщину замирать от страха. Когда Виктория приехала в Африку, она никак не ожидала оказаться в подобной ситуации. Ее встретил гид из аэропорта. До гостиницы они добирались несколько часов. Джип подкидывало и мотало из стороны в сторону на каждом ухабе. По дороге гид рассказал о местности и несколько раз повторил, что самостоятельно в джунгли лучше не ходить. Виктория приняла это за рекламные рассказни. За каждый час сопровождения гида нужно было платить. Естественно, он не хотел, чтобы туристы передвигались самостоятельно. У женщины уже был неплохой опыт в путешествиях. Она бывала в лесах Амазонки, путешествовала по национальным паркам Таиланда, поэтому ощущала уверенность в своих силах. Первые 2 дня гид не оставлял туристов ни на секунду. Он показывал хоженые тропки, возил в реабилитационный центр для диких животных, проводил экскурсию по маленькому городку. Друзей знатно утомило активное изучение окрестностей. Они хотели отдохнуть, насладиться коктейлями, свежими фруктами, поплавать в гостиничном бассейне. Поэтому на 3-й день дали гиду выходной. Виктории быстро надоело сидеть на месте. Она решила прогуляться в джунгли. Тем более, что до них было рукой подать. Женщина собрала небольшой рюкзак с запасом воды и еды, не забыла про спутниковый телефон и забила на нем вызов местной спасательной службы. Казалось, она предусмотрела все. На выходе из гостиницы администратор на ломаном английском спросил, куда Виктория направляется. Женщина показала рукой на стену джунглей, чем испугала мужчину. Он начал что-то быстро объяснять, размахивая руками. Экспрессивная речь почти полностью состояла из слов местного диалекта. Однако там проскакивали знакомые фразы. Из всего сумбура, что вывалил на Викторию администратор, она поняла немного. Далеко в джунглях ходить опасно, и оттуда никто не возвращается. Женщина еще что-то вещала о темных больших духах. Однако Виктория не сильно доверяла словам человека, который на шее носил куриную лапку от сглаза. Она вежливо поблагодарила мужчину за заботу и решительно пошла к лесу. Мужчина вслед кричал что-то про потоп, но Виктория только усмехнулась. На небе не было ни одного облачка. Солнце жарило немилосердно. Виктория решила, что администратор просто в сговоре с гидом и получает свой процент за то, что не позволяет туристам разгуливать одним. Она не собиралась далеко идти. По карте она увидела небольшое озеро в нескольких километрах от гостиницы. Целого дня как раз должно было хватить, чтобы дойти до него и вернуться назад. Виктория подтянула шлейки рюкзака, глубоко вдохнула чистый, ни на что не похожий запах африканских лесов и решительно шагнула под тень деревьев. Первые пару километров прошли легко. Женщина любовалась природой, слушала пение птиц и отмахивалась от полчищ насекомых. Расстояние до озера стремительно сокращалось, отчего улучшалось настроение. Виктория на какое-то время ушла в свои мысли, и когда вынырнула из них, поразилась тишине вокруг. Куда-то делись птицы, не кричали в высоких кронах мелкие обезьянки. Женщина настороженно оглянулась по сторонам, но ничего подозрительного не заметила. Внезапно вокруг потемнело. Невольно Виктория вспомнила слова администратора о черном духе, и у нее побежали мурашки по телу. Вдали что-то громыхнуло. Женщина подскочила на месте и уже подумывала, в какую сторону бежать. И тут ей на макушку упала холодная тяжелая капля. Виктория подняла голову к небу и рассмеялась. Дождь — это просто дождь, от которого спрятались птицы и животные. Низкими темными тучами затянуло все небо. Отчего в лесу стало темно. Крупные капли лениво стучали по листьям. Сразу запахло свежестью.
Виктория повернула в обратную сторону, но не прошла она и нескольких шагов, как дождь превратился в ливень. Вода мигом промочила женщину насквозь. Спрятаться не получалось ни под одним деревом. Ливень шел настолько плотной стеной, что Виктория не видела ничего вокруг на расстоянии вытянутой руки. Она побежала, практически не сверяясь с компасом. Почва вокруг стремительно превращалась в болото. Опавшие листья под ногами скользили. Ливень падал на землю, образовывая ручейки. Женщина внезапно поскользнулась и рухнула на опавшую листву. Ногу прострелила адская боль. Виктория громко вскрикнула и схватилась за лодыжку. Она с ужасом посмотрела на ногу, ожидая увидеть перелом, но внешне все было в порядке. Боль не стихала, а наоборот, росла с каждой минутой. От этого в глазах Виктории потемнело. А когда ей удалось проморгаться, обстановка вокруг изменилась. Ливень немного стих и снова превратился в дождь. Без беспросветной стены воды в лесу стало немного светлее. Туристка разглядела деревья вокруг и внезапно заметила большое темное пятно. Тень начала двигаться по направлению к женщине. Вскоре стало понятно, что это огромная пантера. Животное явно было недовольно нарушением границы его территории. Морду пантеры исказила гримаса злости. Изо рта торчали острые клыки. Виктория в ужасе отшатнулась. Она припомнила все рассказы гидов о грозных хозяевах джунглей. Против рассерженных пантер не мог выстоять ни один безоружный человек. Нередко разъяренные животные разрывали непрошенных гостей на куски. Сердце женщины грозило выскочить из груди, а руки дрожали. Внезапно она увидела себя со стороны. Пролететь тысячи километров, чтобы увидеть дикую природу Африки и погибнуть от лап этой самой природы. Виктория нервно расхохоталась. От необычного звука пантера замерла. Она внимательно смотрела на человека, скалилась, но уже не пыталась подойти. Внезапно в голову Виктории пришла история, которой развлекал их гид по дороге в отель. В ней мужчина остался один на один с опасным хищником, но не растерялся. Развел полы рубашки в стороны, чтобы казаться больше, и громко заорал на животное. Зверь признал, что соперник больше и грознее его, поэтому ушел. У Виктории рубашки не было. Она даже не была уверена, что пантеры были хищниками. Но в том, что острые клыки могут разорвать плоть, не сомневалась. Поэтому решила действовать по той же схеме. Женщина подняла руки, расставила их в стороны и заорала во все горло. Пантера даже вздрогнула от неожиданности, а скализм изменился на озадаченность. Животное не двигалось, и Виктория сочла это успехом. Внезапно в голову пришла мысль, что неподалеку могут быть еще туристы. Она не знала, сколько пробежала. Может, она уже неподалеку от отеля. Поэтому снова закричала. Вскоре ее горло болело. С каждым криком звук становился все тише. Виктория уже поняла, что даже если она и сидит в 100 метрах от отеля, ее не смогут услышать из-за шума дождя и ветра. Но хотя бы громкие звуки удерживали пантеру на расстоянии. Внезапно животное мотнуло головой и снова начало приближаться. Женщина дернулась в сторону, но ногу прострелила боль. Вспомнилось главное правило при встрече с медведем — прикинуться мертвым. Виктория опустила руки и легла на землю. Она понадеялась, что пантера быстро утратит к ней интерес. Она закрыла глаза и постаралась дышать как можно незаметнее. Вскоре над ней раздалось сопение. Животное обошло Викторию по кругу, внимательно обнюхивая. Пантера трогала ее за руки и ноги. Когда она прикоснулась к поврежденной лодыжке, женщина не сдержала приглушенного стона боли. Зверь тут же отдернул ладонь, а потом резко перекинул Викторию через плечо и куда-то потащил. У женщины внутри все оборвалось. Она с ужасом решила, что ее тянут в логово, чтобы съесть на обед.
В этот момент Виктория пожалела о недостаточной подготовке. Она понятия не имела, чем питаются пантеры, и даже не почитала информацию о фауне перед поездкой. О сопротивлении или побеге речи не шло. Поэтому женщина уцепилась за густую шерсть на спине животного, чтобы не упасть на землю. Пантера притащила Викторию в маленькую пещерку и свалила на землю. Женщина больно ударилась, сбила кожу на коленях, ладонях. Она тут же обернулась лицом к животному и вжалась спиной в камень. Виктория попыталась стать маленькой и незаметной, но не могла поджать пострадавшую ногу. Впрочем, пантеру это мало волновало. Зверь устроился возле входа в пещеру и наблюдал за дождем. К женщине животное не приближалось и даже не смотрело в ее сторону. Виктория пошевелилась. Не дождавшись реакции, она решилась на побег. Женщина встала на колени и поползла в сторону выхода. Было больно и неудобно. Она сосредоточилась на неприятных ощущениях, поэтому не заметила стремительного перемещения пантеры. Животное резко возникло перед ней, оскалило острые клыки и издало оглушающий рев. У Виктории от ужаса кровь застыла в жилах. Прямо перед глазами перекатывались мощные мышцы животного. Женщина понимала, что у нее нет ни единого шанса против такого сильного противника. Пантера толкнула ее в плечо, подгоняя обратно к стене. Как только Виктория вернулась на свое место, животное спокойно устроилось у входа и снова уставилось на стену дождя. В этот момент Викторию озарила догадка. Пантера не нападает, а спасает ее. Зверь перенес ее в безопасное сухое место, теперь охраняет. Кто знает, какие хищники бродят неподалеку. Против пантеры они не пойдут, а значит, Викторию никто не тронет. Тогда женщина облегченно выдохнула и вспомнила про телефон. Она полезла в рюкзак под любопытным взглядом животного. Телефон, как и все содержимое рюкзака, промок, но Виктория постаралась просушить его. Аппарат мигнул сигналом. Женщина облегченно выдохнула, набрала службу спасения и объяснила, в какой ситуации оказалась. Ее попросили оставаться на месте, не выключать телефон и ожидать спасателей. Пантера с интересом наблюдала за разговором, но агрессии не проявляла. Виктории захотелось как-то отблагодарить животное. Она достала свой запас пищи и протянула пантере. Та с недоверием смотрела на хлебцы. Виктория отломала кусочек, засунула себе в рот и тщательно прожевала. Животное поняло, что ей предлагают пищу, взяло угощение и тут же захрустело снеками. Через несколько часов Викторию нашли спасатели. К тому времени страх перед пантерой окончательно ушел. Когда зверь повернулся по направлению к женщине, Виктория только накинула на плечи рюкзак. Животное взвалило ее себе на плечо, вынесло из пещеры на поляну. Пантера отошла подальше, а потом незаметно растворилась между деревьями, как только рядом появились люди. Воспоминания о поездке подвернулись дымкой, но встреча с пантерой осталась в сердце Виктории навсегда. Оказывается, даже грозные дикие звери могут сочувствовать и помогать человеку. Многим может показаться данный текст выдумкой, но на самом деле пантеры достаточно миролюбивые создания. И зафиксировано немало случаев, подобных вышенаписанному, когда огромный хищник помогал человеку, оберегал его от опасности до прихода помощи. Правда, люди не всегда ценят эту помощь и иногда убивают пантер, считая, что они представляют опасность для спасенного.